Вот этот домишка из дерева. Можно сказать, любоваться, как все красиво оформлено. Просто красота. Сейчас это ресторан на нижнем этаже, вот на верхнем я даже вам не могу сказать, что это. А с левой стороны это у нас пекарня, кафе. Зайду сейчас, возьму кофе в дорогу. Классная вывеска. Пекарня с 1732 года. А вот это красотища. Все очень красиво. Посмотрел площадь. Мне очень понравилось. Сейчас зайду в старую пекарню, куплю кофе, какао, булочки. В дорогу нам еще минут 45 ехать до пункта назначения. Но вот решили небольшую остановку сделать, перекусить. Так что не зря мы остановились. Здесь очень классно. Такая небольшая площадь и хорошая атмосфера. Кстати, мы еще заехали просто спонтанно. Есть такой город в Гарце. Это горы на севере Германии. Гарц регион. И здесь есть виногороды. Мы здесь были уже лет 7 назад. И вот решили заехать по пути посмотреть. Ну, такой небольшой городок. Жалко, что сейчас здесь леса стоят и закрыто. Очень старый Ратхаус местный. Он красивый, но вы его не увидите. А так, тоже вот домишки старенькие. И на горе есть крепость 15 века. Так что вы сейчас увидите. Я пролетел дроном, немножко заснял. Местный вид транспорта. Гужевая повозка. Ребята, осторожно. Свеженькие. Вот такие в городе мины здесь есть. Самый маленький дом в городе. Можно посетить как музей. Вход 1 евро. Это получается входная дверь 1,70 м, да? То есть вот так я захожу и... Красиво, да? Угу. Мы находимся в самом маленьком доме этого города. Нам объяснили, что здесь жила семья, папа, мама и 7 детей. Площадь девочек. Площадь 35 квадратов. Есть маленький дворик. Вот позади меня есть туалет, на улице был. То есть 35 квадратов. И смотрите, 7 человек, детей, и они сдавали 1 комнату. Вы можете представить? Ну это вообще жесть. А это 2-й этаж. На 3-м мы не спали. То есть еще есть 3-й этаж, но мы туда не попадем. Лестница. Это жилое помещение было, а на 3-м этаже не спали. Да. Смотри, как красиво все сделали, да? А диван какой старый, классный. Обалдеть. Как у бабушек раньше, помнишь, такие диваны были? Я заметил, во многих домах вот такая обшивка. Она не новая, она из... да, она как шифер. Это, знаешь, наподобие шифера. И она вот такими пластами, как черепица. А вот дом старый, и понятно, что его уже восстанавливали, перекрашивали, но вот закрашено вот здесь место, но там видны цифры. Это 1636 год.
6 часов колокола отбивают. На главной площади тоже часы с музыкой и с фигурами. Вообще очень красиво все смотрится. Плохо, что дождь мешает подойти поближе. Мы стоим немножко так под крышей. Сам город находится в Гарце. Это на севере Германии горы Гарц. И Нижняя Саксония. И очень такой небольшой город. Всего лишь 50 тысяч населения. Гослар. И раньше его называли Северным Римом, потому что когда была Римская империя, здесь был дворец римского наставника, и сюда приезжал Папа Римский, и здесь похоронено, даже не похоронено, а запечатано сердце Генриха III, а это, на минуточку, король Франции. То есть здесь очень много есть что посмотреть. Очень красивые дома, и если посмотреть, то верхний этаж, он немножко выпирает на сантиметров 50, еще выше, еще раз идет надстройка какая-то. Оригинальные дома, черепица местная. А вот на том кафе, вот дом, там вообще наверху олень, голова с рогами. Такая церковь старая. Конечно, ее уже восстанавливали, видно, верхняя кладка отличается по цвету, но самое интересное, что здесь есть надгробная плита. По-немецки написано, что здесь похоронена дочь, рожденная в 1806 году, но дата смерти вот внизу должна быть, но видно, ее стерли. Ну вот эти места потертости, там должна быть цифрой, сейчас не видно. Вот просто взяли надгробную плиту, вот так поставили прямо в основание церкви, пульнули. Сейчас я прочитаю табличку, что здесь было построено в 1150 году. Халле, это у нас какое-то помещение большое. Но самое интересное, что вот тут такие головы лежат. Вот интересно, они откуда взялись, вот эти головы? Или такое большое помещение было? Надо посмотреть, поближе подойти. Может быть, это правда остатки остались? Остатки. Но они, смотри, бородатые, но они недоделанные. Новодел? Ну да, глаз нет, нос вроде есть с бородой. Современное искусство такое может быть. Но вот это старое искусство стоит. Деревянная крыша, камень. Позади меня находится дворец императора. Конечно, это уже не оригинал, уж копия, потому что дворец был разрушен, так как это еще было построено при Древнем Риме. И, конечно, через череду войн этот дворец не смог простоять. Но его восстановили, и можно посмотреть в таком виде, в каком он был построен. Перед вами такие вот большие всадники. Это у нас Вильгельм дер Гроссе, император, и Фридрих I Барбаросса. Кстати, позади есть два льва. Это как символ власти. Даже если посмотреть поближе, подойти, можно увидеть балкон такой. И он тоже опирается на львов. Все очень красиво, но я не успею все заснять, потому что надо отдыхать. Сегодня хорошо мы погуляли, были на барахолке в Ганновере, были в Вернигороде, сейчас приехали в Глоссар и столько мест за один день посмотрели. Сейчас идем в отель, отдыхаем. Завтра с утра встаем, завтракаем. Немножко по городу еще пройдемся, не все мы успели посмотреть. И я еще посмотрел, завтра будет деревенская барахолка в воскресенье утром. Так что, если получится, мы заедем и пройдемся по ней. Так что давайте, не переключайтесь. До завтра. Всем пока.